Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о минусах жизни в Израиле. Конечно же, они есть, так же, как и в любой другой стране. Самый серьезный минус, который я чаще всего слышу от тех, кто здесь живет, это большие налоги. Подоходный налог здесь начинается с 10% и заканчивается 50%. Получается, чем больше ты зарабатываешь, тем больше процент с этого дохода тебе нужно заплатить. И получается, что все доходы, которые ты получаешь, они считаются грязными. Если тебе работодатель обещает какую-то зарплату, либо видишь в объявлении, что зарплата там 35 шекелей в час, либо 40 шекелей в час, это, естественно, грязная зарплата. Называется она здесь маскорет лё-наки. Сколько ты получишь зарплату именно наки маскорет на руки, это нужно считать. От зарплаты необходимо вычесть вот этот процент. Его можно посмотреть на сайте Министерства финансов. Кроме подоходного налога, все жители Израиля платят еще национальную страховку и страховку здоровья. Также не может не бесить такой налог, как арнона. Это земельный налог, и зависит он не от престижности твоего дома, не от того, новый он либо старый, а от того, на какой земле он находится. Чем дороже эта земля, тем больше будет и налог. Этот налог устанавливает муниципалитет города. Поэтому есть города, где арнона дешевле, но в других городах арнона просто сумасшедшая. Самая маленькая арнона, которую я слышал, это некоторые районы Тель-Авива платят всего $50 за 2 месяца. Ну и самая большая арнона это $200 за 2 месяца. Если вы знаете города, где арнона еще выше, либо еще меньше, напишите в комментариях, чтобы другие зрители этого видео могли увидеть эту информацию. Конечно же, большой налог еще и на автомобили. Если вы хотите купить новый автомобиль, а не подержанный, здесь он будет стоить в 2 раза дороже, чем в Европе, либо в странах СНГ. Все это связано из-за вот этого налога на автомобили. Но, конечно же, это не отменяет того факта, что подержанные автомобили здесь можно купить и за $2000, и за 5. Собственно, все как в странах СНГ. Что же делать, чтобы обойти налоги? Можно, конечно, работать нелегально, но я вам этого не советую, потому что это уголовная ответственность, и за это можно загреметь за решетку. Все очень серьезно. Ну а если вы хотите жить спокойно, то приходится платить все вот эти налоги и мириться с тем, что ваша зарплата уменьшается раза так в 2. К следующему минусу многие относят жаркую погоду. Но вот сейчас середина января, и здесь день ото дня погода сильно меняется. Так, например, вчера это была жарища, а сегодня вот нужно одевать куртку, свитер и утепляться, в общем, потому что погода очень даже холодная. Я вам сброшу скриншот, чтобы вы посмотрели, какая будет погода всю эту неделю. Ну, это достаточно холодная погода и действительно не похожа на израильскую. Но таких дней в году действительно совсем мало, поэтому тот, кто любит жару, либо тепло, ему здесь понравится. Тот, кто не любит сухую погоду, а любит дождики, то, конечно же, это можно отнести к минусу. Дождей здесь очень мало. Еще одним минусом многие называют это наличие большого количества мусора. Конечно, это не какая-то грязь, это не грязюка, в которую можно вляпаться, но вот именно бытового мусора здесь действительно достаточно много. Плотность населения здесь высокая, и немногие из них, к сожалению, берегут природу и выбрасывают мусор в мусорку. Также здесь большое количество котов, которые лазят по мусоркам в поисках пищи и достают пищевые отходы наружу. Грязюка здесь бывает только после дождей, которые, как я уже говорил, здесь нечастое явление. Но и они бывают только там, где открытый грунт. Открытого грунта здесь тоже немного. В основном все замостили плиткой, поэтому можно спокойно садиться прямо на тротуаре. Ну и чем многие пользуются, они тут, если устали и нет скамеечки рядом, просто садятся на бордюр и сидят. К следующему минусу многие относят достаточно высокие цены в магазины, цены на недвижимость и так далее. Ну, ребята, если честно, доходы здесь сравнительно тоже высокие, поэтому если считать в процентном отношении, как говорят, рейтинг колбасы, сколько колбасы вы можете купить на свою зарплату в России, в странах СНГ и здесь в Израиле, то в принципе я думаю этот процент будет не сильно отличаться. Но если сравнивать цены, допустим, на молочные продукты с той же Германией, то конечно же здесь разница будет значительная.
Также многие жалуются на то, что здесь очень высокие цены именно на внутренний отдых. Здесь есть 3 моря. Если вы хотите просто добраться до него, то это не проблема. Но если вы хотите заселиться в отель и там пожить, попитаться, то это будет достаточно дорого. Дороже, чем в той же Греции, Турции, Египте, ну и даже в странах Европы. Поэтому израильтяне все время жалуются и в основном предпочитают отдыхать всей семьей где-нибудь не в самом Израиле. Но русскоговорящие, наоборот, с них смеются и говорят: вот бедненькие какие, да, дорого отдыхать, поэтому вот пришлось лететь в Германию, пришлось лететь в Грецию, там, либо на Кипр, либо, что еще проще, в Египет, здесь он находится совсем рядом. Для продвижения этого видео будет очень полезно, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Очевидным минусом здесь является стоимость недвижимости. Здесь она очень дорогая и зависит, конечно же, от города проживания. Но самая дешевая недвижимость здесь начинается от 140 тысяч долларов. Это будет небольшой город и какой-нибудь старый дом. Если же вы хотите купить квартиру в новом доме, то, конечно, вам придется брать кредит, либо привести какие-то неимоверное количество наличных денег. Примерно это 300-400 тысяч долларов. Также здесь есть понятие как города развития. Это те города, в которых, если вы хотите жить, государство вам подарит 20 тысяч долларов именно на покупку недвижимости. Все остальное можно взять в кредит. Также не стоит забывать, что сейчас многие работают в сфере IT, либо медицины. Здесь зарплаты очень высокие, поэтому, взяв кредит, они буквально за лет 5 могут его выплатить. Ну а всем остальным приходится брать кредиты на лет 20 и работать на минимальной зарплате, всю жизнь выплачивать вот кредит за эту квартиру. Конечно же, это минус. Часто старшего поколения русскоязычных можно услышать, что здесь русских не любят. Но от молодежи я такое слышу редко. Скорее всего, это связано именно с тем, что в 90-е, 80-е годы сюда приехало очень много русских, да. Ну, я не помню точных цифр, но это было порядка, допустим, 1 миллион человек, когда население всего Израиля составляло 5 миллионов. Конечно же, местные относились тогда как-то предвзято. Многие шутили там про матрешки, про водку и так далее. Но сейчас все, в принципе, привыкли. Здесь население очень такое разношерстное, многонациональное, многорелигиозное, многоконфессиональное. Поэтому, в принципе, я такого не чувствую, даже если вы работаете на простой работе. Здесь никто к вам плохо не относится, никто не подшучивает, там, русский ты или марокканец, либо еще кто-то. В принципе, все относятся друг к другу любезно. Но старшее поколение, тем не менее, все равно говорит, что вот они сталкиваются с несправедливостью, когда они приходят в какое-то министерство, получить справку, выписку. С ними все время пытаются разговаривать на иврите, а они за 20 лет иврит не знают и к ним относятся вот, ну, как-то не очень, да, приходится искать русскоговорящего специалиста, который может помочь. Ну, местным это не нравится. Но стереотипы есть не только про русских. Здесь население очень многонациональное, многокультурное. Поэтому про каждую национальность можно сказать, что есть какие-то стереотипы. Да и сами русскоязычные не сказать, что такие уж прям адекватные. Чаще всего они говорят, что вот там у темнокожего населения вонючая еда, они там шумят, они какие-то барабаны стучат, мешают жить. Про коренных израильтян русскоязычные говорят, что у них дети невоспитанные, они часто там валяются на полу, даже едят с пола. Те же чипсы, это картошка фри. Про религиозных говорят, что они не работают, поэтому они их тоже не любят. Поэтому, ребята, ну, мне кажется, что вы слишком много жалуетесь, но сами ведете себя точно так же. К минусам многие относят то, что здесь тяжело пробиться по карьерной лестнице. Но, опять же, это такой субъективный минус, потому что это касается только тех, кто плохо владеет ивритом либо английским языком. И не нужно тут спихивать на то, что вот местным проще, потому что у них есть знакомства. Да, знакомства помогают, но если вы хороший специалист и можете про это рассказать на местном языке, на иврите либо на английском, в принципе, вам ничего не помешает добиться профессиональных успехов. Также можно услышать жалобы на то, что здесь очень много религиозного населения. Но, ребята, у евреев никогда не было своего государства, поэтому это первое государство, пускай живут так, как себе знают. Но, конечно же, не может радовать то, что именно ультраортодоксальное население здесь никогда в жизни не работает. Оно посвящает свою жизнь именно изучению Торы. Но живут они, как вы понимаете, за счет налогоплательщиков, за счет именно вот этих высоких налогов, про которые я говорил в первом пункте. Вы работаете, получаете много денег,
но эта зарплата считается лён-оки, у вас вычитают 50% налогов и отдают религиозным, чтобы они могли изучать Тору и жить всю жизнь, не работая. Ну и последний минус, он самый адекватный, да, самый настоящий, его никак не скрыть, это постоянная угроза терроризма, постоянные ракетные обстрелы, особенно приграничных городов, таких как Сдерот, Ашкелон, ну и немного Ашдод. Но бывает такое, что эти ракеты долетают даже до Тель-Авива. Раньше была интифада, когда они просто взрывали автобусы, заходили девочки в паранже, обвязанные шахидским поясом, и взрывали себя. Сейчас такого уже нету, но довольно часто случаются так называемые интифады ножей, когда они берут просто какой-то кухонный нож и нападают на улице на людей. Чаще всего они выбирают религиозного, либо человека в военной форме. Делается это специально, чтобы ни у кого не возникли вопросы, что они напали именно на евреев. Потому что если человек в обычной одежде, то не всегда можно понять, еврей это или не еврей, может турист, и потом в новостях все это пишут не в лучшую сторону для арабского населения. Друзья, если у вас есть что добавить к этому видео, какие-то собственные минусы, либо несправедливость, с которой вы столкнулись в стране, в Израиле, напишите об этом в комментарии.